Вот и пробил час. Сумерки сгустились над землями нашего недотёпы героя. Он, наконец, выбрал свое оружие, обучился таинствам магии, собрал свои пожитки в барсетку, созвал своих верных компаньонов, и все они в ожидании своего первого задания. С трепетом, сидя у костра, изучая карты, они готовятся выйти в поход в далекие и опасные места, которые кишат врагами, ловушками, препятствиями и предательством. Только вот, собственно, что за задание у них, они еще не знают. И это дело понятное, ведь, судя по всему, сегодня ты заглянул в мою таверну именно для того, чтобы узнать, какие же бывают задания, или же квесты, или же миссии у наших фэнтезёвых героев и героек. Сегодня я постараюсь вам все это дело подробненько разжевать, объяснить и на пальцах показать. Разумеется, в той самой крайне неадекватной форме, в которой и реализована данная рубрика, носящая название «Фэнтези для чайников». Ты уж устраивайся поудобнее, заваривай чаек с ведьминскими мухоморами, хватай бутерброды с имперскими шпротами, на столе не крошки, иначе перемкну дубиной по голове, а я приступлю к нашему уроку. Итак, для начала нашему герою необходимо определиться самому для себя, задание какой категории он готов взять. Первым и наиболее важнейшим критерием занятия будет то, является ли оно смертельным. Несмертельные задания хороши тем, что приносят нашему парнишке или девчуле хороший опыт. Не тот опыт, который можно распределить между своими характеристиками. Это только в этих ваших игрушках так работает. РПГ вы их называете. А у нас тут все сурово. Хардкор, черт возьми его. У нас бывает только опыт жизненный. Ведь если наш приключенец во время задания научился сносить орочьи головы одним ударом, то уж такой опыт не пропить, не прогулять. Ну и вместе с тем, за выполнение несмертельного задания есть возможность порадоваться всем тем бонусам, которые положены за его выполнение. И снова нет, это не те несчастные 10 медяков и зубочистка на +3 урону по сельским жителям. У нас бонусы кошерные, это почет и уважение со стороны всяких там крестьян, горожан и прочих человеков, а также роскошные утехи от прекрасных дам, а может даже титул какой и все такие дела. Смертельное же задание имеет, на удивление, да, представьте себе, тоже свои плюсы. Но сначала о минусах, которые сводятся к таким вещам, как испепеление, измельчение, опустошение, сожжение, дробление, забвение, глумление, отравление и все еще там всякие эти вот ления. В общем, если жизнь не мила, то вперед из песней. Что же касается плюсов смертельных заданий, то вероятнее всего, хотя это далеко не точно, наградой нашему герою может стать память о нем в веках. Ну и как бы все. Если тут определились, то перейдем к следующему параметру выбора задания. А именно, обратим внимание на такую штуку, как основное и дополнительное задание. С основным все понятно. Это наша, так сказать, основная цель, ради которой и пришлось поднять свою ленивую задницу со стога сена и куда-то там топать. Гораздо важнее определить ценность дополнительных заданий, а они, на удивление, капец прям как важны. Во-первых, они могут позволить тебе, мой дорогой герой или геройка, улучшить свое снаряжение. Да-да, если найдешь в неожиданно обнаруженной пещере тролля рубашечку, обязательно проверяй на ней бирку. Так ты сможешь удостовериться, что шмотка не паленая, а заодно и узнаешь ее характеристики. Во-вторых, эти мелкие заданица помогут тебе приобрести тот самый наиважнейший жизненный опыт, благодаря которому ты сможешь с меньшей опаской лезть в еще более глубокую задницу, раз тебе дома не сидится. Да. Конечно, спорить не буду. Уж очень зачастую дополнительные задания сводятся к самым ужасным и рутинным делам в духе подоить 10 коров, отнести кружку пива пьяному дворфу, сосчитать кабанчиков в лесу при помощи меча и топора и все вот эти вот скучные делишки. Но мы должны понимать, что опыт для нас важен.
и потому берись за любые делишки, что предлагают крестьяне, встретившиеся по пути. Ну, или почти за все. Теперь же предлагаю разобраться с тем, какова в основном задании может быть цель, ну и все такое. И что-то вот сижу, думаю, что ничего не придумывается, кроме того, что главная цель, это, мягко говоря, грохнуть всех тех, кто называется плохишом. Разумеется, методов достижения данной цели может быть уйма, начиная с классического уничтожения какого-либо там артефакта, вследствие чего и главгаду приходит смерть, так и всякие там сборы великих воинств, чтобы в конце концов собраться в чистом поле и мериться, у кого длиннее, толще и острее копья. Ну или же совсем банальнейшая штука, при которой нашим приключенцам необходимо заползти в твердыню врага и там его, ты понял. Ну или ладно уже, на худой конец придется побегать по миру, чтобы собрать безделушки для неимоверно бомбического заклинания или невероятно крутяшной аннигиляционной бумпалки. Собственно, при помощи которых и будет положен конец правлению того самого главного злого засранца. В общем-то, проще говоря, да, вариаций обертки может быть множество, но итог, как правило, один. Так что не выпендриваемся и мочим засранцев. Теперь же обсудим такое дело, как откуда ж берутся эти гребаные задания, квесты или же приключения. Сразу вот прям сходу обязан отстреляться на тему того, что самые хреновые квесты поступают от волшебников. Эти старики так люто и ловко вешают лапшу во всяких там предзнаменованиях, пророчествах, избранности и прочей ереси, что уже даже как-то не смешно. Однако наши герои и приключенцы ведутся на эту лабуду без остановки. И по щелчку пальцев старых пройдох, которые умеют кролика из шляпы доставать, бегут, сломя голову, кидаться своей бренной тушкой и лицом счастливого лемминга прямо в жерло вулкана, на урочи копья и прочие непотребные места. Пора уже создавать ассоциацию по защите героев и приключенцев от посягательств со стороны старых пройдох с посохами. Далее же у нас следует так названное мной фамильное приключение, которая достается нашему герою, так сказать, по наследству. Вот залез он, бедняга, с пышногрудной сельской дамочкой на чердак своего дома в соломе поваляться, и тут бац, нащупал там шкатулочку. И тут понеслась взрывы, драконы, осады замков, битвы с нежитью и все вытекающие последствия. Разумеется, шкатулочка — это только как пример. Может всякое случиться, даже возрастные проблемы. Я имею в виду, что по достижению какого-то там, допустим, возраста бам, только день рождения справил, и тут понеслось взрывы, драконы, осады замков, битвы с нежитью и всякие такие вот эти вот последствия. Очень недурственно, когда приключение начинается прям неожиданно. Привет, Ричард Рал, хотя и там этот проклятущий Зелдиков Зулзарандер замешан. Черт. Гребаные волшебники. Но суть ты понял. В общем, приключение, начавшееся неожиданно и прям с самого старта. Те самые взрывы, драконы, осады замков, битвы с нежитью и все вытекающие последствия. Это, что ни на есть, хорошо. Главное же, что должен помнить каждый приключенец и герой. Если уж взялся за задание, то будь добр, дотыкать его до конца. Иначе ни хрена ты не герой, а гребаный слюнтяй, которому хрен кто доверит доить кабанчиков и тыкать мечом в коров. Раз ты не в силах укокошить даже гребаного главного злодея вселенной, у которого огромнейшее воинство, сам он исполинских размеров, обвешанный артефактными ништяками и владеет в совершенстве темной магией. Как говорится, назывался груздем, полезай в цитадель темного властелина. Потому, давайте, господа приключенцы, тушите костер по-пионерски, собирайте пожитки, следующий выпуск мы уже проведем в пути, в дороге, идя к своей великой победе над силами зла. Я же надеюсь, что выпуски фэнтези для чайников начнут собирать просмотров побольше, ведь на эту рубрику уходит очень много времени и сил, и именно ты в силах помочь протолкнуть этот формат вперед. Всего-то что и нужно, это поставить этому выпуску палец вверх, написать любой комментарий, а в идеале еще и поделиться им со своими друзьями в соцсетях. Вполне себе такое простое дело, но крайне важное для заведения.
Ну а для самых отважных меценатов есть возможность напрямую поддержать наше заведение рублем, тыкнув в кнопочку «Спонсировать» или же подписавшись по ссылке в описании на мою страницу в Бусти. Всех своих спонсоров искренне благодарю и упоминаю каждый месяц, а также готовлю для них большой подгон уже в очень скором времени. На этом все, мой дорогой друг. Не забывай про Фэнтези Таверну и заходи ко мне почаще.